Всем привет! Давно не было новых видео, хотя отснят материал уже по 3 изделиям. Как всегда, не хватает времени и места на ноутбуке. Сегодня покажу немного процесса рождения док-холдера, подготовки выкройки и прокомментирую каждый шаг сборки по просьбе некоторых подписчиков. Эту модель я делал для себя. Вы можете ее модернизировать для размещения в ней кредитных карт. Как всегда, начинаю с бумаги и ручки, рисую изделие с соблюдением примерных размеров и пропорций. Затем переношу эскиз в AutoCAD. Здесь построение уже с точностью до сотых миллиметра. Данная модель достаточно легкая, поэтому много времени это не занимает. Главное — это точный расчет размеров деталей, чтобы пробой не попал между ними. Разметка шва нужна для тех, кто пробивает детали до сборки. Именно поэтому наклон зуба на внутренних и внешних деталях зеркальный. В данном случае шаг пробоя 3,38 мм. Работать с этой программой очень легко, потому что для построения выкроек вам нужно использовать всего несколько функций. Я не проходил специальных курсов и даже не пользовался обучающим видео. Все просто и понятно. Если у вас будет желание попробовать и в процессе возникнут вопросы, пишите мне, и я постараюсь вам помочь. После того, как все детали нарисованы, я обязательно совмещаю их и проверяю все точки соединения. После этого выкройка отправляется на принтер. Далее я вырезаю и пробиваю каждую деталь изделия. Сборка начинается с обработки краев внутренних деталей. Далее снимаю верхний слой кожи в местах склеивания с помощью шила и абразива. Клей и костик 18-16 наношу тонким прозрачным слоем на каждую часть. Выжидаю 3-5 минут и плотно склеиваю детали между собой. Обязательно простукиваю молотком. Далее по тому же принципу приклеиваю кожкартон к основной части. Делаю это на колодке для того, чтобы при сгибании готового изделия не появлялось складок и неровностей на подкладе. Следом идет сам подклад. В данном случае кожа козы 0,5 мм. Обрезаю лишнее по контуру основной части. Приклеиваю внутренние детали, остается прошить. Теперь аккуратно с помощью циркуля размечаю линию реальных размеров. По выкройке это 2,5 мм. Обрезаю несколькими движениями, чтобы не допустить ошибки. Обрабатываю наждачной бумагой 1000 грит. Далее использую кромкорез, после делаю декоративную линию кризером. Наношу средство пика с помощью шила на торцы. Жидкость впитывается в кожу. Даю высохнуть 10 минут. И снова наждачная бумага 1000 грит, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Еще один слой средства и моментальная полировка ткани. Финальная обработка наждачной бумагой 6000 грит или просто бумагой и полировка тканью. Готово. Док-холдер за 7 минут, ну или почти за 7. Вы можете соединить внутренние детали центральным швом, тогда у вас получатся карманы для карт.
размер изделия это позволяет. Спасибо, что посмотрели это видео. Если есть какие-либо вопросы или замечания к работе, пожалуйста, пишите в комментарии. Постараюсь всем ответить. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем спасибо!